За основу я беру воздушный шарик. Размер шарика будет соответствовать размеру кашпо. Для этого нам понадобится емкость с водой, небольшие кусочки газеты, также вот я припасла бумаги кусочки и клей ПВА я буду использовать. Можно использовать клейстер. То есть будем работать в технике папье-маше. Так, теперь что мы делаем? Первый слой нам нужно обязательно использовать воду. Это я вот газетку хорошенечко обмочу в воде, такую выжму и наклею на шарик. И вот причем эта пипка останется снаружи. Может быть, мы в конце потом шарик и спасем. Ну, как бы шарик не придется лопать шарик, а просто его освободить, распустить, и он, может быть, у нас целым и останется. Так, еще кусочек газетки. Так, чтобы это все у нас приклеилось. Потом мы будем использовать клей ПВА. Вот такой строительный, можно клейстер использовать. У кого что. Я поленилась клейстер разводить, и клеем ПВА можно обойтись. Дальше я буду просто макать бумажки пока и выкладывать в несколько слоев, значит, клей. Несколько слоев бумаг. Ну, пока вот так. Нужно дождаться теперь, пока первый слой высохнет. И дальше еще обклеиваем. Так несколько слоев будем делать. И когда полностью наш шарик, покрытый газетками и различной бумажкой, высох, у меня здесь вышло 5 слоев. Каждый слой был очень хорошо предварительно высушен, прежде чем наносился следующий слой. Теперь нам необходимо шарик извлечь из нашей поделки. Я разрежу вот эту пипочку и спущу воздух. За счет того, что первый слой бумаги был не наклеен на воде, стенки шарика быстро отклеились от нашего изделия. Эти края потом мы все это подровняем. Теперь нам нужно аккуратно придать форму дна, не торопясь вогнуть дно вовнутрь. Придать форму. Это нам нужно, чтобы кашпо наше стояло. Вот такое дно у меня получилось. Горшочек наш устойчиво стоит. Потом эти края все ровненько можно и подровнять. Дальше я буду с помощью клеевого пистолета приклеивать вот такую вот сеточку. Эта сеточка, думаю, может быть, кому-то дарили букет цветов. Оформляют обычно цветы в такую сетку. Вот. У меня вот такой кусочек есть, я его порезала на небольшие вот такие вот кусочки.
как бы квадратики. И сейчас с помощью клеевого пистолета будем приклеивать вот эти вот квадратики слой за слоем, как бы несколько слоями, в общем. Итак, вот так в несколько слоев обклеила. И дно, конечно, не обклеивала. И здесь неровности тоже у нас образовались. И я сейчас вот эти вот где махнушки, где вас не устраивает, мы вот так аккуратненько это все можно срезать, чтобы у нас ничего не торчало. И нам нужно еще сравнять не только дно, но и вырезать ровненько горлышко. Итак, подровняв все края, дно, горлышко, у нас получается вот такой вот замечательный сахарный, так сказать, горшочек. Я этот горшочек хочу покрасить обычной краской из баллончика золотистого цвета. У меня вот такая вот краска. Пойду красить. Сейчас приду, покажу, что получилось. Вот такое кашпо после окраски у меня получилось. Окрашивала я его двумя слоями. Внутри покрасила всего одним слоем, так как смысла нету. Все равно мы сюда что-то будем впоследствии сажать. И вот так вот. В принципе, я работой довольна. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!